Всем привет! В этом видео вы увидите обзор на самый новый и современный круизный лайнер немецкой компании AIDA Cruises. AIDA Cosmo может разместить до 6600 пассажиров. Экипаж занимает около 1500 человек. Более 2700 кают различных категорий. Корабль ориентирован на семейный отдых и предлагает широкий выбор ресторанов, спортивных площадок и спа-зон. Предлагаю сначала ознакомиться с нашей каютой. Зашли в комнату, вот у нас такая каюта с окном, вот здесь небольшой диванчик, кровать двухспальная. Это Катринкина небольшой диванчик. Дальше здесь телевизор, стол. Вот это коридор, вот это гардеробная. Там спасательные жилеты, сейф, полки. А это туалет. Вот такой туалет, душ, зеркало и раковина. Женя уже уселся отдыхать, смотрит в окно. Всем привет! У нас сегодня последний день. Мы причалили на острове Ланзароте. Зарезервировали экскурсию, которая начинается у нас в 11:30. После завтрака, сейчас время 9 часов, у нас есть немного времени, чтобы показать корабль. В это время корабль почти пустой. Люди в основном высадились уже на остров. И можно свободно взять лигу, зайти в Верпуи, покупаться в бассейне. Здесь вечером проходят дискотеки. Лазер-шоу. Ну и сейчас мы будем показывать корабль сверху вниз. Это мы на самом последнем этаже, 18 этаж. Выходим на улицу. Лансароте. Так выглядит AIDA, самая верхняя палуба, а это остров Ланзароте. Парк-плац сразу снизу, порт, стоят автобусы от AIDA. Ну, сейчас пойдем вокруг корабля. Одной палубой ниже, вот тоже есть небольшие такие бассейны, где можно свободно зайти. Сейчас есть места. Сейчас мы находимся на Зонендек, называется, солнечная палуба. Да? Есть спортивная палуба, есть где играют шаффлборд, прозрачный пол, или как этот мостик такой, да. Но здесь он намного меньше, чем на AIDA Prima. Здесь только одно название от этого осталось, по-моему. Вот здесь играют в эту игру шаффлборд. Здесь нужно клюшки и шайбы. Вот такой вот шпильфельд. И нужно вот этой с одной стороны на другую сторону в определенную попасть в цифру. Плюс или минус пункты набираешь. Середина 25, вот эти 50. Ну, короче, считываешь потом пункты, сколько у кого пунктов. Играют две команды. Какая команда выигрывает, какая проигрывает по количеству пунктов. Ну вот сейчас мы подходим к спортивному отсеку. Здесь очень громко. Здесь есть баскетбольная, волейбольная и футбол, мини-футбол площадка. по-любому. Вот это все аквапарк, горки. Почти попал. На камеру не попал. Ну что такое? Подождать, кто-нибудь поедет. Вот это вот аквапарк. Такие горки. Там, когда снизу проходишь, просвечивающая горка, и видно, как люди пролетают.
здесь стоит еще один корабль. И Атлантический океан. Вот с другой стороны тоже такая же игра шахмат-бред. Здесь тоже так же играют. На другой стороне. Выбирают, на какой стороне светло. Где солнце, где тень. Вот это солнечная сторона сейчас. С другой стороны, там, где причал, там тень у нас. Вот так выглядит Beach Club с надувной крышей снаружи. Вот здесь играют в дартс. А здесь стоит тиш-теннис. Вот это детские бассейны. Это мы спустились уже на 17-й этаж. Находимся сзади на корабле. И вот на 17-м этаже находится вот это прозрачное стекло, прозрачный мост, по которому можно пройти. Ой, скользко здесь. С 17-й палубы обзор на еще один бассейн, который находится одним этажом ниже. Типа Infinity Pool. И с другой стороны еще такой же Skywalk, и вот этот вот мостик с прозрачным дном. Везде вот такие стоят полотенца, которые можно брать и с собой, если вы выходите на другие пляжи или здесь. Вот такие спасательные жилеты для детей. И вокруг бары. Зона лифтов всегда украшена по-разному. Вот здесь вот морская тематика, очень красиво. И вот где лестницы, тоже там разные картины висят. Здесь детская зона. Тоже горки. Здесь вход на горку, поднимаешься наверх и катишься с горки. Вот здесь коридор, тоже все оформлено для детей. Но здесь детский клуб, где можно детей сдавать на какое-то время, чтобы они поиграли. Программа детского клуба, что во сколько предлагается. С 8 до 12 лет фонтаном прибывают. Вот здесь правила. А вот здесь дверь, куда анмельдинг для детей. Сюда принимают детей. Это мини-клуб для совсем маленьких. Так, значит, в эту сторону вправо у нас идут маленькие дети, а вот здесь для тинейджеров. Сейчас мы сюда зайдем, посмотрим, чем занимаются тинейджеры. Вот такой красивый пол, тут все в блесках. Ну, в основном такие лонжи, чилен, да, расслабляться. Много очень диванчиков, где можно сесть. Здесь они все толпами ходят, все вместе знакомятся и потом отдыхают все вместе. Вот есть еще один какое-то помещение, где игровая комната. Но здесь, конечно, все за деньги. Нужно в каждый автомат бросать деньги и можешь играть. Напротив находится ресторан Fuego. Он работает с утра до 19 часов. Здесь пиццы и такой бюргеры. Можно всякое найти, да. Вот следующий этот лифт, все в золоте. Мы спускаемся на этаж ниже. Этаж номер 15, тоже в золоте. Но здесь уже кабины. Мы идем еще ниже. Лифты находятся, по-моему, в 3 местах. В передней, средней и задней части корабля.
и не все этажи проходят сзади вперед. То есть некоторые этажи заканчиваются в середине, и нужно подниматься на определенные этажи, где можно перейти прямо. Значит, мы спускаемся дальше. Вот мы стоим на лестнице на 12 этаже, и вот вниз туда вот такой вот вид. И это мы еще не на самом верхнем, да? Вверх тоже еще выше. Сейчас мы нашли на 10 этаже вот такую вот комнату, где можно постираться и погладить. Здесь утюги есть, гладильные доски и стиральные машины. Спустились на 8 этаж. Вот здесь написано, что здесь стейкхаус и винотек есть. Сейчас посмотрим. Бар. Вот винотека. Угу. Ну, то есть это винный магазин, да? И здесь уже выход к театру. Театр расположен на 3 этажах. И сейчас мы на самом высоком. Не думаю, что здесь всегда так пусто. Ну, я же сказала, что сейчас пусто, потому что основные люди вышли уже на остров. Снимать, как ты показываешь. Вот это мы подошли к фитнес-студию. Здесь выдают полотенца. И вот здесь с видом на море стоят разные приборы, велосипеды, беговые дорожки. Весы. Даже страшно. Наел. Наем. Спортом заниматься можно и на свежем воздухе. А вот это мини-гольф. Если у вас нет идеи, как заниматься на этих приборах, вот здесь все показано на картинках. Женя уже тестирует. Ну а снизу для тех, кто мало позанимался на корабле, есть экскурсия на велосипедах. Капитанская рубка сверху. И здесь вот дальше мы уже не пройдем. Нам нужно возвращаться. Здесь стойка бронирования экскурсий. Ну а мы подходим к следующим лифтам, которые вот в тропическом стиле. За фитнес-студией находится помещение для курса, где спа тоже так же, да. Вот там на велосипедах. А здесь сайбер-робик. Аэробика, короче. Это зона магазинов, духи, напитки, чипсы. Как duty free. Как duty free, да. Здесь также можно забронировать следующую экскурсию или следующий Кройцфарт круиз. Ну, это опять мы с другой стороны вышли. Да. Айсбар. Мороженое стоит экстра, нужно платить за него отдельно. В этом баре. Угу. В буфете бесплатно. Мама мия. Ресторан Мама Мия. Красиво все оформлено. Вон фотография артистов. Угу.
Дальше. Браухаус. Браукеля. Вот здесь из соленой морской воды делают пиво, которое пьют на Аиде. Вот здесь есть кабины с балконом, гамак, 2 стула, столик. Это Ланай бар, это самая корма лайнера и порт. Это мы зашли в рыбный ресторан, специалитетный ресторан. Здесь намного меньше людей, потому что за дополнительную плату. Матушка земля, белая березонька. Бюргер. Да, здесь самые лучшие бюргеры продают, вернее, кормят. Так, и дальше французский ресторан French Kids. Тоже резервировать столики нужно. Вот здесь есть такие зоны отдыха и вот такие небольшие кабинки. Здесь играют в карты люди. Можно даже закрываться шторками. И снова мы подходим к театру. Уже на среднем этаже. Этаж 7, да, это? Это мы подошли к казино. Игровые автоматы, рулетка. Бар. Сейчас никого нету, можно снять. Все играется на вот таких компьютерах. Дальше есть какой-то рок-бар. Сцена, там выступают музыканты и бар. Вечером, наверное, здесь много людей, сейчас никого. Вот здесь мы уже были, танцевали. Могу еще раз посмотреть. А вот здесь есть магазин, где продается все с логотипом Аида. Одежда, сувениры и все на свете. Нам сказали, он закрыт сейчас. Рядом с казино находится вот такая вот стритфуд улица, где можно взять Курибурст, хумус, дёнер, разные выпечку, булочки, бутерброды. Вот здесь есть Beach House ресторан, но это тоже специалитетный ресторан и платный. 6-й этаж, самый нижний в театре. Ну, все похоже. Столики, бары вокруг. Von der Brücke. In wenigen Minuten wird die Besatzung eine Sicherheitsübung durchführen. Alle Signale sowie Sicherheitsdurchsagen betreffen nur Handlungen der Besatzung. Vielen Dank. Галерея, где можно приобрести картины. Цены стоят. Да, по 1000 и выше. Нет, там дешевле, 500 евро.
Студия X здесь делают собственные шоу. Например, «Кто будет миллионером», или «Дуэль», или еще какие-то разные детские передачи. Но здесь прямо как вот в театре. Сцена, камеры и зрители. И проходит демонстрация фильмов. Вот «Аватар» был второй позавчера. Как прямо студию сделано. Это мы проходим Токио бар. За ним сразу расположился Суши Хаус. Итальянский буфет-ресторан Белла Донна. Мы сейчас находимся на 6-м этаже, сзади, возле Корны. А живем мы где-то здесь в середине. Посреди лестницы. Тоже смотрю, вот это посередине красиво, да? Вот это вот сайт машины на ресторан. Сейчас он не работает, потому что у нас сейчас завтраки. Это следующая зона лифтов. И по всему кораблю расположено много зон для отдыха. Вот такая, например, нам очень понравилась. Здесь получаются очень красивые фотографии. Еще один бар, который расположился около театра. И самый красивый буфет-ресторан «Яхт-клуб». На этом я буду заканчивать свой обзор, но это далеко не все, что есть на корабле. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным. Благодарю за внимание и до новых встреч. Все, пока.